Всем привет! С вами канал со сложным названием dacia-club-md.ru и давайте разберемся с планами АвтоВАЗа на ближайшее будущее. Ведь сам глава компании Николя Мор объявил в специальном видеообращении, посвященном 55-летнему юбилею АвтоВАЗа, что до 2025 года Lada выпустит на рынок сразу 5 новинок. Сюда войдут рестайлинговая Веста, третье поколение Нивы, новое семейство Гранты и еще пару премьер. Итак, в 2022 выйдет обновленная Lada Vesta. С момента своего появления в 2015 году Vesta проделала путь от простого седана до целого семейства автомобилей с разными типами кузова, моторами и коробками передач. Однако срок подошел и нужно что-то модернизировать. Согласно многочисленным шпионским фотографиям и видеоматериалам, обновленная Vesta будет отличаться от нынешней версии зауженной фронтальной LED-оптикой, прямоугольными противотуманками, измененными фонарями со светодиодными секциями, а также новым передним бампером, в который интегрирует Parktronic. Кроме того, Vesta получит электрозеркала с подогревом и функция складывания, а также бесключевой доступ. Интерьер ждут еще более существенные изменения. Так в салоне появится новый руль с множеством кнопок, а в центре передней панели установят вертикально ориентированный тачскрин мультимедийной системы, прям как в Тесле. Однако такой планшет получат только топовые версии Lada Vesta, тогда как младшим вариантам достанется стандартный дисплей новой мультимедийной системы, который уже ставится на Lada. Новый комплекс предусматривает интеграцию смартфона, поддерживает интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto, а также предоставляет доступ к сервисам Яндекса, в том числе к музыке и навигатору. Кроме того, вместе с рестайлингом Vesta получит модернизированную приборную панель, где между циферблатами спидометра и тахометра появится дополнительный цветной дисплей. В списке доступных вспомогательных систем также может появиться функция мониторинга слепых зон. Что самое главное, пересмотрели гамму силовых агрегатов. 1,6-литровый мотор на 114 сил от Renault подвергся модернизации. И да, он будет сочетаться с вариатором. Кроме того, в гамме останется вазовский 1,6-литровый мотор мощностью 106 лошадиных сил, работающий исключительно с механикой. А вот под капотом спортивной версии вместо нынешнего 1,8-литрового атмосферника на 145 лошадиных сил будет стоять 1,3-литровый турбомотор Renault на 150 лошадиных сил, который сочетается с механикой на 6 ступеней или вариатором. Далее в планах на 2023 год у АвтоВАЗа обновить Ладу X-Ray. X-Ray дебютировала вслед за Вестой в начале 2016 года. С тех пор модель не раз модернизировалась, вплоть до изменения в гамме силовых установок. Однако большого рестайлинга с комплексной модернизацией бортового оборудования и электроники, а также фейслифтинга экстерьера за 5 лет конвейерной жизни у X-Ray так и не было. Пока сложно говорить обо всех изменениях, которым подвергнется X-Ray, однако автомобиль наверняка получит все те фишки, которые появятся на обновленной Весте. Хэтчбэк обзаведется LED-оптикой, передними парктрониками, системой мониторинга слепых зон, бесключевым доступом, а также новым мультирулем и продвинутой медиасистемой с вертикально ориентированным дисплеем в топовых комплектациях. Что касается гаммы силовых установок, то она едва ли расширится. Так что в активе автомобиля по-прежнему будет два 1,6-литровых мотора отдачей 106 или 114 лошадиных сил, которые сочетаются с пятиступенчатой механикой и вариатором соответственно. А вот 2024 год ознаменуется появлением новой Лады Нивы. Выход новой Нивы изначально был запланирован на 2022 год, а сам автомобиль должен был быть похож на концепт 4х4 Vision. Однако теперь этим планам не суждено сбыться, а дизайн новой машины не будет иметь практически ничего общего с тем концептом. Первый скетч грядущей Нивы третьего поколения был показан на специальном мероприятии Renolution. Оказалось, что внешность новой машины будет сильно перекликаться с классическим автомобилем, который теперь называется Lada Niva Legend.
При этом, наряду с новой моделью, текущие версии автомобиля с приставкой Travel и Legend будут продолжать продаваться. А это значит, что Niva станет своего рода суббрендом Lady, в который будет входить целое семейство внедорожников и кроссоверов. Более того, они станут международными и будут доступны на многих рынках мира, включая европейские. Машина сохранит фамильные черты декоративных прорезей воздухозаборников на задних стойках. При этом новая Niva будет предложена исключительно в пятидверном варианте, а трехдверка останется лишь в линейке Legend. Новое поколение автомобиля будет построено на совершенно новой платформе, которую компания Renault специально разработала для своих дочерних брендов. Эта тележка называется Simi FB и уже используется румынской дачей на новых Логанах и Sandero, обзоры которых уже есть у нас на канале. Платформа Simi FB более современная, чем прежняя устаревшая B0. Кроме того, в рамках более тесного сотрудничества марок Dacia и Lada, на новой Ниве стоит ждать много унификаций с Дастером. Например, от него Niva позаимствует систему полного привода. Она будет выполнена по той же схеме, которая сейчас используется на Дастере. В ее основе окажется многодисковая электронно управляемая муфта, которая может автоматически замыкаться для распределения тяги в различных пропорциях между осями автомобиля. Кроме того, будет и режим Lock, в котором межосевая муфта будет принудительно блокироваться и делить момент между передом и задом в пропорции 50/50. Впрочем, Ниве будет уготовлен имидж самого внедорожного автомобиля во всей линейке моделей группы Renault. Поэтому высока вероятность, что инженеры АвтоВАЗа добавят в имеющиеся трансмиссии еще и пониженную передачу. Линейка двигателей также будет унифицирована с другими моделями Renault и Dacia. Базовым мотором станет 1,6-литровый атмосферник мощностью 114 лошадиных сил, который будет сочетаться как с механикой, так и с вариатором. На ступень выше будет стоять 2-литровая четверка отдачей 143 лошадиных силы, которая будет работать в паре только с механикой. Старшим же силовым агрегатом, вероятнее всего, станет новый 1,3-литровый турбомотор, который был разработан реношниками совместно с концерном Daimler и уже устанавливается на второе поколение российского Дастера, а также на Аркану. Этот мотор также будет работать как с механической коробкой передач на 6 ступеней, так и с вариатором. Оформление салона новой Нивы будет максимально простым и функциональным, но при этом машина получит ряд технологических игрушек, которые в корне будут менять восприятие интерьера Лады. Например, передняя панель будет оформлена в стиле обновленной Лады Весты с использованием мотивов из автомобилей Tesla и Volvo с вертикально ориентированным дисплеем медиасистемы, а также большим количеством сенсорных поверхностей. Кроме того, помимо опций комфорта, новая Нива получит широкую линейку водительских ассистентов и систем пассивной безопасности. Причем большая часть будет ориентирована как раз на помощь во время езды по бездорожью. В частности, среди опций будет доступна система помощи при старте на подъем, а также система спуска с горы. А вот 2025 год подарит нам новое семейство Гранты. Судя по всему, слова Николя Мора об абсолютно новом семействе сегмента B касались моделей Гранта, поскольку этот автомобиль уже 10 лет находится на конвейере АвтоВАЗа и уже серьезно устарел. Даже несмотря на последнее обновление модели, в ходе которого Гранта примерила новое X-лицо в стиле Весты и более современное оборудование, ее технологическая и техническая начинка, а также уровень пассивной безопасности уже не соответствует современным стандартам. Думаю, что Гранту давно бы уже обновили, но зачем это АвтоВАЗу, если она и так лидер продаж в стране? Уже понятно, что новое семейство Гранты сменит платформу. Согласно плану группы Renault, все грядущие модели Лады будут построены на платформе Simi FB, которую Lada станет делить с автомобилями Dacia. Гамма двигателей, скорее всего, будет состоять из 1,6-литровых атмосферников. 8-клапанная версия мотора будет выдавать 90 лошадиных сил, а 16-клапанная 106 лошадиных сил.
Оба мотора будут сочетаться с механикой. А вот 98-сильная модификация 1,6-литрового атмосферника, работающая в паре с автоматом, почти наверняка уйдет на покой. Ее заменит тандем 114-сильного двигателя и вариатора от Renault. Кроме того, значительно сузится линейка кузовных модификаций. Сейчас семейство Гранта включает в себя седан, лифтбэк, хэтчбэк и универсал, а также кросс-версию на базе последнего. Однако после смены поколений такого широкого выбора у покупателей не останется. Сначала на рынок выйдут седан и хэтчбэк, а затем, возможно, этот ряд дополнится универсалом. А еще в 2025 году появится новый кроссовер C-сегмента. АвтоВАЗ с конца 90-х строил планы, чтобы прийти на новые для себя сегменты рынка, построив модель более высокого класса. И вот теперь отечественный автогигант как никогда близок к этому. Обещают появление нового кроссовера. Это будет куда более крупный и солидно оснащенный, чем грядущая новая Нива или родственный по концерну Renault Duster. Скорее всего, на АвтоВАЗе под маркой Lada будут выпускать иную интерпретацию кроссовера Dacia Bigster. Ну а на этом все. Не забудьте указать в комментариях, как вам планы АвтоВАЗа и про что нам сделать следующее видео. Подпишитесь на канал и поставьте лайк, если считаете, что АвтоВАЗ может и должен делать автомобили на порядок лучше. Но если вы хотите поставить дизлайк, то объясните свой выбор в комментариях.